Наушники открытого форм-фактора с динамическими драйверами размером 12 на 17 мм, отличной эргономикой, гибкой соединительной дугой, защитой по стандарту IPX7, временем автономной работы до 21 часа вместе с кейсом и до 7 часов на одном заряде наушников. Система из 2 микрофонов, мультипоинтом до 2 устройств, поддержкой фирменного приложения. И как вы уже поняли, это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore C40i. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели? Я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в более премиальной коробке, нежели C30i. Коробка стандартно выполнена в бело-голубом цвете, на ней есть краткая характеристика, изображение и, разумеется, название модели. Упаковка хорошая. В комплекте мы имеем кейс, наушники, пластиковые фиксаторы разных размеров для более надежной посадки, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Сразу отмечу, что фиксаторы взаимозаменяемые между новинкой и прошлой моделью, и за это им огромный плюс. Вес кейса, вес наушников и габариты вы видите на экране. Отмечу только то, что кейс стал слегка тяжелее. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Еще не забудь подписаться, разумеется, на телеграм-канал скидок. Кстати, когда у меня X6 Pro закончится, буду X7 Pro разыгрывать. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. И не забудьте подписаться на нашу болталку. Если хотите выбрать электронное устройство, можно написать ТЗ там, и вам помогут. Нас там уже 19 тысяч человек. Либо мой личный телеграм-канал, там просто поболтать про гаджеты. Переходим к обзору. В продаже я встретил только черную бронзовую расцветку модели. Варианта с прозрачным корпусом наушников нету, к сожалению. Могли бы оставить прозрачный вариант, как в прошлой модели, но увы. Кейс такой же прямоугольной формы с закругленными краями, выполнен он из пластмассы, но тактильно он ощущается менее приятным, чем кейс C30i. На корпусе находится LED-индикатор, кнопка для сопряжения и разъем Type-C. Шарнир пластиковый, люфт у крышки отсутствует и собран кейс хорошо. Внутри находится 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом и маркировка Left и Right. Магниты, удерживающие наушники в кейсе, хорошие. Вытряхнуть наушники даже с открытой крышкой очень сложно. Извлекать наушники из кейса удобно и крышка не мешается. Переходим к наушникам. Дизайн наушников сильно не поменялся. Изготовлены наушники из пластика с матовым покрытием. Плюс есть гибкая соединительная дуга, выполненная, по всей видимости, из силикона, внутри которого расположили титановую проволоку. Исходя из этого, в плане посадки есть изменения. Без дополнительных фиксаторов данная пара не так плотно сидят в ушах, как прошлая модель. Несмотря на это, во время пробежки они лично у меня не выпадали, только вот поправлял я их часто. В случае, если использовать дополнительные фиксаторы, теперь нет такого дискомфорта, как в модели C30i, так как гибкая соединительная дуга имеет умеренную силу зажима, но данную пару и подобные наушники необходимо обязательно примерять. С шапкой использовать наушники неудобно, как и с капюшоном, что было и так очевидно. Далее, на корпусе есть 2 контакта для зарядки, маркировка Left и Right, микрофоны и механические кнопки для управления. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ, сброс вызова и регулировка громкости. Использовать все доступные команды возможность есть, на нажатие наушники откликаются хорошо, но, к сожалению, щелчка у кнопок нет, что изредка доставляет неудобства. А также сенсорное управление в модели C30i лично меня полностью устраивало, и ложных срабатываний я не встречал. Команды сопровождаются системными звуками, которые можно включить или отключить в приложении. Удобно, что есть функция блокировки управления. Далее, наушники оснащены все такими же динамическими драйверами с размером 12 на 17 мм. Тип наушников открытый, но направление звука, как по мне, стало слегка лучше, чем в прошлой модели. При правильной посадке и правильном подборе фиксаторов все довольно хорошо. Утечка звука незначительна, плюс окружающие звуки не мешают прослушиванию музыки. По кодекам есть поддержка AAC и SBC, заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Модели автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия крышки кейса, полноценный мультипоинт до 2 устройств на борту, а также в приложении есть вкладка для персонализации звука. Но на этом все. Каких-либо вспомогательных технологий и функций данная пара не поддерживает. Далее, полный цикл зарядки наушников от кейса занимает в среднем 1 час, а кейс вместе с наушниками заряжается за 2 часа. Производитель заявляет о 7 часах работы на одном заряде наушников и до 1 часа вместе с кейсом, что значительно меньше, чем в прошлой модели. По моим тестам по кодеку AAC на 70% громкости они отыграли 5 часов 10 минут. С кейсом данная пара служит около 20 часов. Быстрая зарядка на борту и 10 минут подзарядки наушников от кейса дают 1 час 15 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость IPX4
5.4 есть только у наушников, я искупал их в проточной воде около 30 секунд, и по итогу мой экземпляр не пострадал. Но это не означает, что их можно намеренно бросать в воду. Для полноценной настройки наушников нужно установить приложение Soundcore. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников и кейсов в процентах, за что плюс. Далее есть вкладка «Звуковые эффекты», которых там 4 штуки. Это стандартная настройка, эффект с улучшением низких частот, усиление громкости и эффект объемного 3D-звука. Плюс есть кастомный эквалайзер, на который данная пара откликается хорошо. Предустановки неплохие, но вот эффект объемного 3D-звука особого восторга не вызывает. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Последнее, что можно обнаружить в приложении, это вкладку с белым шумом и различными настройками для него. Bluetooth версии 5.4, связь наушников с подключенным устройством стабильная, она слегка лучше, чем у прошлой модели. При этом у C30i в этом плане проблем не было. Задержка на YouTube незаметна, как и в играх, но для игр я советую, разумеется, приобретать проводные наушники. Примеры вы сейчас увидите на экране. Двойные микрофоны оснащены технологией шумоподавления на базе АИ. Как они любят этот продавать искусственный интеллект, да? Примеры вы сейчас услышите. Всем привет от Игоря. Это первый пример работы микрофонов наушников под названием Anker Soundcore C40i. Я хотел бы отметить, что даже в такой шумной обстановке данные микрофоны отрабатывают неплохо. Да, перегруз есть, но в целом голос улавливает микрофоны отлично. Итак, это второй пример работы микрофонов, но уже в помещении. Результат средний, плюс-минус также отрабатывают микрофоны в наушниках в этой ценовой категории от таких брендов, как Xiaomi, Realme, OnePlus и так далее. Звучание такое же, как и в младшей модели C30i. Высокие звучат выразительно, середина имеет хорошую проработку, низкие частоты лишены большого объема и глубины, но они присутствуют и в общей картине звучания являются хорошо сбалансированными, как для открытого типа наушников. Из минусов время автономной работы значительно урезалось, и это плохо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Буду рад видеть вас в нашем комьюнити. Резюмирую, Anker Soundcore C40i подтянули в плане посадки, установили Bluetooth чип версии 5.4, ухудшили автономность, но несмотря на это, лично мне их время автономной работы достаточно. Также мы имеем смену сенсорного управления на механическое, тут уже дело вкуса, так как оба варианта работают корректно. Остальные же улучшения являются программными, их можно было бы спокойно докинуть обновлениями и в прошлую модель. По звуку изменений нет, цена выше, но не сказал бы, что намного. В любом случае, если у вас есть возможность примерить младшую модель, и она вам подходит, то бежать покупать C40i однозначно не стоит. Те же тапки, только в профиль. От меня девайсу скромное «да» на лютых распродажах, так как я ожидал чего-то большего. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.